Сегодня не самое лучшее время для спокойной и тихой, счастливой жизни. Кризис, эпидемии и даже войны охватили наш мир. Но что делать, чтобы как-то пережить это трудное время? Да, каждый из нас переживает проблемы по-своему. Но сейчас я хочу предложить тебе некоторые упражнения и техники, которые могут помочь справиться со страхом и стрессом. Одно из главнейших упражнений – это глубокое дыхание. Так настраивают свой организм йоги. Они же и утверждают, что, замедляя дыхание, мы продлеваем свою жизнь. Ну что, начнем? Поехали. Попробуй, пожалуйста, сесть, выпрямив спину, не скрещивая ног. Ступни, как всегда, полностью стоят на полу. Получилось? Попробуй, я подожду. А теперь, когда ты сделал то, о чем мы говорили, закрой глаза. Сделай глубокий вдох, а затем глубокий выдох. Попробуй ощутить легкую прохладу при вдохе и тепло при выдохе. Попробуем сделать это вместе. Итак, медленный вдох, мысленно считая до 4. А теперь задержи дыхание на 2 секунды. 1, 2. Выдыхай медленно. Также 4 секунды. И снова задержка дыхания на 2 секунды. 1, 2. А теперь повтори все это 3 раза. Ты можешь это сделать позже. Или, нажав на паузу, сделать это упражнение. Если вдруг все получается не так, как надо, запомни последовательность. И после просмотра видео потренируйся. Все получится, и все будет хорошо. В этом упражнении главное уравновесить дыхание. Вдох. И снова задержка дыхания на 2 секунды. 1, 2. И выдох. Когда у тебя все получится, можно увеличить это упражнение до 8, 12 и более раз. А еще пару дней в месяц можно заняться персональной диетой. Без фанатизма и насилия над организмом. Особенно делать эту диету хорошо, когда наступают лунные сутки, убывающей или растущей луны. В такие дни особенно полезно чуть-чуть поголодать и соблюдать диету. Как это делать? Можно начать утро с воды. Затем на следующее утро сделать легкий завтрак. Но прежде лучше посоветоваться с врачом, со специалистом. Можно есть 1 раз в сутки, как это делаю я. Таким способом я привык мало есть. И с 97 килограмм сбросил до 76. Чувствую себя
превосходно. Хочется летать, подняться над миром. Кстати, можно употреблять больше овощей, фруктов, ягод. Подойдет любая растительная пища. Попробуйте в этот день не употреблять мясо, любой пищи животного происхождения. Говорят, что если мы отказываемся от пищи, которая добывается насильственным путем, то освобождаемся от негативной силы в организме. Хотя я на самом деле с этим утверждением поспорил бы. Но да ладно. Кстати, в дни растущей луны очень благоприятны молитвы, медитации. Молитвы, как и медитации, дают позитивную силу. Молитвы – это твои слова, исходящие из твоего сердца и души. Придумай их сам. Главное – прислушаться к себе, к своему внутреннему миру. Я уже сотни раз говорил, как думаешь, так и живешь. Одним словом, все начинается в голове. Там же рождается и злоба, и ненависть, и радость тоже. Конечно, легче всего найти виноватых, найти соринку в его глазу, развесить ярлыки, сделать вид, что только у тебя за спиной белые крылья. Так поступают невежды и недалекого ума люди. Я в этом уверен. Это их стиль. В любых грехах обвинять кого угодно и в чем угодно. Увы, это всего лишь навсего жизнь. И мы все очень разные. Но нам, тебе, мне, каждому из нас, если мы люди, а не оболочки в образе и телах людских, важно оставаться спокойными, миролюбивыми и человечными. Ненависть и злоба в первую очередь разрушают организм того, в ком они поселились. Это безвозвратный процесс. Нам важно оставаться людьми. Это состояние важно для каждого из нас. Оно определяет наше будущее. Подумай о хорошем. Вспомни минуты радости и счастья. Верни эти чувства в свое сердце и душу. Посвяти свои позитивные мысли другим. Поделись ими. Подумай, кто сейчас нуждается в поддержке, помощи. Произнеси имя этого человека или людей и пожелай им добра, счастья и света. Да, я понимаю, иногда очень трудно понять, принять, невозможно простить. Но ты постарайся сделать это. Ты же человек. Знаю, что за один раз, за один день это сделать сложно. Сложно защитить свой внутренний мир и миры других от страха и гнева и беспокойства. Нужно работать над собой, научиться договариваться со своим подсознанием, становиться добрее. Попробуй призвать все самые позитивные мысли. Проговаривай их вслух. Повторяй и не отпускай их больше. Пусть они остаются в тебе, в твоем подсознании. Слушай медитации, работай над собой. Успокой свою душу и сердце. Все изменится. Все будет хорошо. Думай о хорошем, и мир станет светлее. Мы все живем в одном доме. Адрес наш Земля.
Пусть будет свет и счастье на нашей планете. Все зависит от каждого из нас. Счастья вам, люди!